Привет! Как дела? У меня все хорошо. Смотрите на картинки и думайте, что сегодня мы учим. Бизнесмен, доктор, музыкант, дизайнер, гид, повар, студент, студентка, спортсмен, спортсменка, журналист, журналистка, актер, актриса. Сегодня мы учим профессии и мы говорим об интонациях русского языка. Интонация 1. Когда мы что-то утверждаем. Например, слушайте, повторяйте. Это Антон. Он студент. Тут ручка, карандаш и тетрадь. Отлично. Это Маша. Она студентка. Там сумка, книга и телефон. Отлично. Когда мы утверждаем, интонация идет вниз. Это Антон. Это Маша. Там телефон. Иногда иностранцы поднимают интонацию вверх, и это неправильно. Вниз. Вниз. Это Антон. Смотрите, слушайте, повторяйте. Это Илья. Он бизнесмен. Тут ноутбук, ручка и часы. Отлично. Смотрите, слушайте, повторяйте. Это Ирина. Она журналистка. Тут телефон, тетрадь и ручка. Отлично. Интонация 2. Это вопрос с вопросительным словом. Слушайте, смотрите, повторяйте. Кто это? Это Антон. Кто он? Он студент. Кто это? Это Маша. Кто она? Она студентка. Что это? Это ноутбук. Что это? Что? Пишите что-то, говорите что. Что это? Эти вопросительные слова мы говорим с ударением. Кто это? Что это? Слушайте, смотрите, повторяйте. Кто это? Кто это? Что это? Что это? Кто это? Это Антон. Кто это? Это Маша. Кто она? Она студентка. Кто он? Он студент. Что это? Это книга. Отлично. Интонация 3 – это вопрос без вопросительного слова. Например, слушайте. Это Антон? Да, Антон. Маша студентка? Да, студентка. Телефон там? Да, там.
Ноутбук тут? Да, тут. Здесь университет? Да, университет. Давайте еще раз посмотрим на эти вопросы. Это Антон? Я не знаю, это Антон или Андрей или Сергей или Илья, я не знаю. Я говорю, это Антон? Да, это Антон. Вода тут? Я не знаю, где вода. Я говорю, вода тут? Да, тут. Итак, в интонации 3 мы произносим слова, которые содержат неизвестную нам информацию, высоко. Это Антон, Маша студентка, вода тут, тут университет. На эти вопросы мы отвечали «да». Как ответить «нет»? Слушайте, смотрите, повторяйте. Это Антон? Нет, это не Антон. Это Сергей. Отлично. Это Антон? Нет, это не Антон. В вопросе это, в ответе это. Это Антон? Нет, это не Антон. Маша преподаватель? Нет, она не преподаватель. В вопросе Маша, в ответе Маша или она. Маша преподаватель? Нет, Маша не преподаватель. Нет, она не преподаватель. Это большой, длинный ответ. Как еще можно ответить? Например, слушайте, смотрите, повторяйте. Тут ручка? Нет, не ручка. Тут ручка? Нет, не ручка. Мы не говорим в ответе слово «тут». Мы говорим «нет, не ручка». Сумка там? Нет, здесь. Мы говорим правильный ответ здесь. Нет, здесь. Нет, сумка здесь. Итак, на этот вопрос мы можем ответить несколькими вариантами. Нет, это не. Нет, он, она, не. Нет, не. Нет. И потом правильный ответ. Интонация 4 – это тоже вопрос, когда мы сопоставляем людей или предметы. Слушайте, смотрите, говорите. Антон студент, а Маша? Маша тоже студентка. Еще раз. Антон студент, а Маша? Маша тоже студентка. Отлично. Ручка здесь, а книга? Книга тоже здесь. Ручка здесь, а книга? Книга тоже здесь. Отлично. Итак, сегодня мы учили профессии и основные интонации русского языка. Интонация 1. Утверждение. Мы говорим вниз. Например, это Антон. Он студент. Интонация 2. Вопрос с вопросительным словом. Кто это? Это Антон. Кто он? Он студент. Интонация 3. Вопрос без вопросительного слова. И мы произносим то слово, которое содержит неизвестную нам информацию, выше. Антон студент? Да, студент.
Антон бизнесмен? Нет, не бизнесмен. Антон студент. И интонация 4 тоже вопрос, когда мы сопоставляем людей или предметы. Например, Антон студент, а Маша? Маша тоже студентка. Я преподаватель, а ты? Если вам нравятся мои видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, включайте уведомления. Если у вас есть вопросы, пишите мне в комментариях. В описании к этому видео вы найдете домашнее задание для того, чтобы вы сами могли практиковаться. Пока-пока!